Okay, better start. Who knows some verses about the holy name? One verse. Кто знает какие-либо Somebody. шлоки о святом имени? 13 писанича. Say it. Translation. Как начинается? You have to loud, you know, because everybody's behind you, and I can barely hear you, so you have to turn around and talk Нужно loud. повернуться и громко сказать перевод. Перевод? Otherwise, we Как have to начинается repeat перевод? Кто everything. помнит Перевод чего? третьего стиха Шикшаштахи? Начало перевода. Можно, да, нужно быть терпеливее дерева и смирение травинки, только не ожидать почтения к себе, всегда оказывать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святое имя непрерывно. That verse answers a lot of questions that devotees ask. Этот How стих to, отвечает на многие вопросы, которые преданные задают. Как, how что делать. to, Trinada Pisanich, that's И это ответ. another one? Кто-то что-то еще знает? Come on. Харер Нама, и Вативалам, Калам Настеева, Katiranyata, yeah. Translation? Перевод. Знаете перевод? Hariname Kevalam. There's no other way, no other way, no other way in Kali Yuga to get the highest destination. В Кали-югу нет другого пути, нет Holy другого name. пути. Нет другого пути, кроме воспевания святого имени. Something from Bhagavad Gita. Кто-то знает из Бхагавад-гиты, может, какие-то стихи? Is everybody shy or they just really don't know? Все стесняетесь или вы действительно не знаете? Во всемогущий No, Господь any? не нужны. Huh? Во всемогущий Господь не нужны ни богатства, ни прекрасных женщин, ни последователей. Единственное, чего я хочу, по твоей беспричинной милости, жить за жизнью, служить тебе. Hmm? There's another verse from Shikshashtaka. I don't need any women, I don't need any... Yeah, but that's not specifically about the Но holy это name. не конкретно о святом имени. It isn't specifically about the holy name. But the whole Shashataka is how to chant. Вся Шикшаштака о том, как правильно воспевать. So it's part of it. Ну, это часть того. Satatam Kirtayanto Mam, Bhagavad Gita. The devotees are always chanting my name, В Бхагавад-гите my говорится, что kirtan. преданные всегда воспевают мое имя. Several places like that. И там в нескольких местах это упоминается. And of course in Bhagavatam there's so many. В Бхагаватам также очень много упоминаний об этом. And Lord Chaitanya always chanted the holy name. И Господь Чайтанья также постоянно воспевал святые имена. So it's our real most important activity. Это наша самая главная деятельность. When we get initiated, we promise to do something. What do we promise? Когда мы принимаем инициацию, мы обещаем кое-что делать. Что мы обещаем? You promise to give big donations, Вы обещаете давать большие пожертвования? or to memorize the Bhagavad Gita? Вы обещаете запомнить всю Бхагавад-гиту? No. And Нет. to distribute many books? Nobody. At initiation, we don't promise. We only promise to do one thing. Вы обещаете распространять много книг? Нет. Во время инициации вы обещаете делать одну вещь. What is that? И что это? Anybody remember? Huh? What do you promise? 16 rounds minimum. Это That's right. The chant. Вы обещаете повторять святые имена, We повторять. promise not to do other things, but we promise. Мы также обещаем не делать другие вещи. But
that's all based on chanting the 16 rounds. Но это все основывается на воспевании святых имен 16 кругов. So that's the most important thing is chanting И поэтому это самая главная вещь воспевания святых and имен. practice Это то, что мы практикуем. kirtan. Киртан. So there's a very nice verse that you probably know a little bit, but it's spoken by Rupa Goswami. Есть очень красивый стих, который произнес Рупа Госвами. Rupa Goswami was new in Lord Chaitanya's association in this life, in that life. Рупа Госвами, он был новеньким в кругу общения Господа Чайтани. Actually, he's a gopi come down with Lord Chaitanya. На самом деле он был гопи, которая пришла, чтобы принять участие в играх So Господа he was Чайтани. living, by himself there in Puri, and Lord Chaitanya saw him writing something. Он жил сам в одиночестве в Пури, и однажды Господь Чайтанья увидел, как он там что-то пишет. And he said, "What are you writing?" Он спросил, а что ты там And пишешь? he didn't want to show it. А он так пытался это спрятать, он не хотел And Lord показывать. Chaitanya grabbed it. Господь Чайтанья выхватил у него. So Lord Chaitanya liked it very much. И Господь Чайтанья этот стих очень, очень понравился. So what? Tunde tundavali rikim lavite tundavali labdaye. That means when the holy name dances on the tongue, you think one tongue is not enough, and you want many, many tongues, so you can chant. Говорится, что когда Святое Имя танцует на вашем языке, то одного языка недостаточно. Вы хотите, чтобы у вас были 1000 языков для того, чтобы больше воспевать. Because one way to have more tongues is get more devotees. Один из способов для того, чтобы было больше языков, это привлечь больше I never много attended преданных. in the Ukraine. They had those festivals with 8,000 devotees chanting. В Украине проводили фестивали, там Anybody где ever go to присутствовали 8000 преданных, Pretty и far. все воспевали вместе. Then Karna Kroda Kadambini Gatayate Karnar Budebhyo Spriham. That means when the holy name enters into the ear, you want to have millions of ears. Two is not enough. The holy name is so big and great. И другая часть переводится как когда Святое Имя заходит в ваши уши, то 2 ушей недостаточно. Вы хотите, чтобы у вас был 1 000 000 ушей. When the holy name then it enters into the heart, and the mind becomes stunned. Когда Святое Имя заходит в сердце, то ум очаровывается. And the senses become inert, the external senses are not working. И наши внешние чувства, они No прекращают distractions работать. then. То есть их ничего не отвлекает. Then no jane janita kiyadvyamitai krishneti varna dvai. You know what that means? Can't know enough Bengali. No jane janita, no one knows. Никто не знает. No jane janita kiyadvyamritai. How much nectar is there? Никто не знает, сколько нектара там. Krishneti varna dvai. In these 2 syllables, Krishna. В этих 2 слогах Кришна. How much nectar? So Lord Chaitanya thought this was really great. И Господь Чайтанья, ему очень понравился этот стих. So then they were at a meeting later with all the devotees, and that is that Haridas Thakur and Advaita Charya and Srinivas and Shivas, all the very senior devotees, associates of Lord Chaitanya. Rupa Goswami had just come. He'd been working for the Muslims, and he just came. И там было собрание многих преданных, и из таких старших преданных, как Шива, Адвайта Чарья, Харидас, и Рупа Госвами, он только присоединился. Он тогда еще работал на мусульман. And Lord Chaitanya said, read that verse. И Господь Чайтанья сказал, давай прочитай свой стих. So he was shy. He thought, no, it's not very good, you know. И он стеснялся, он говорил, не, ну он не очень-то хороший. Lord Chaitanya forced him. Но Господь Чайтанья заставил его. But when the devotees heard it, they said they knew thousands of verses in the holy name, but this is the best one ever. И когда преданные услышали этот стих, они сказали, что мы слышали 1000 других стихов, но этот самый лучший.
and they all started praising Rupa Goswami that he got the mercy of Lord Chaitanya. Они все стали прославлять Рупу Госвами и сказали, что он получил милость Господа Чайтаньи. Then Prabhupada comments that this is the Vaishnava. They become happy to see another person. They didn't think, why is he getting the mercy and not me? And, you know, I'm senior. И этим отличаются вайшнавы. Они счастливы видеть, когда прославляют другого They were вайшнава. happy, Они там не начали ему завидовать, а почему там but they он лучше, чем recognized он. themselves. Only by the mercy of Lord Chaitanya could he get such wonderful. И только по милости Господа Чайтаньи можно получить такое Then уважение. there's Haridas Thakur, of course. И также есть Харидас Такур. Haridas Thakur was apparently born in a so-called low family. Харидас Такур, он родился в семье, в низкой семье, в семье низкородной, According to Hindus, в соответствии с because he was индуизмом. Muslim. But when the Muslims arrested him for chanting this low-class Hindu name of God, То есть он родился в мусульманской семье, и в соответствии с индуизмом это семья низкорожденных, но когда его арестовали мусульмане, они говорили, что его арестовали за то, что он повторяет эту низкую мантру индусскую. they said, you have such a high birth as a Muslim, why you want to Ему говорили, ты получил такое высокое рождение, как мусульманин, chant a зачем? Hindu name of God? Почему ты повторяешь эти имена индусского бога? But he said the name of God is not Hindu or Muslim. Он скажет, что имя Бога, оно не индийское, не мусульманское. So this is a very interesting conversation with Lord Chaitanya and Haridas. Это очень интересная беседа This is между from Господом the- Чайтаньей и Харидасом. Anchalila, chapter 3. Starts with verse 48. We won't read all of them now. So Lord Chaitanya, he said, Haridas, in the age of Kali, people are no culture and they're yavanas. All they care about is killing cows. And they're sinful. How can they be delivered? This is very distressful, Lord Chaitanya said. I don't see any way they can be saved. Sorry, which verse is it? For 50. 50? 50. 50. And 51. Мой дорогой Такур Харидас, в этот век Кали люди по большей части лишены ведической культуры, поэтому их называют яванами. Они заняты тем, что убивают коров и уничтожают браманическую культуру. Все они погрязли в грехе. Как эти яваны смогут спастись? К моему великому огорчению, я не вижу никакой возможности для этого. Haridas said, don't be in anxiety. You don't have to be unhappy to see this. Харидас Такур ответил, у тебя нет причин для беспокойства, дорогой Господь. Пусть состояние яванов, погрязших в материальном бытии, не огорчает тебя. Because the Yavanas, they say haram, haram. Яваны часто повторяют харам, харам. She's talking about the Muslims. So in Arabic language, haram means abominable. Он говорит о мусульманах, и на арабском харам это значит как это? А? Что-то греховное, неприкасаемое. So there's a story of the Muslim guy was being killed by a wild pig. And the pig is, he was going haram, haram. So he got liberated. И есть история, как дикий кабан напал на мусульманина, и когда на него нападал кабан, то он кричал харам, харам, и это то, что его освободило, получил освобождение. One time we were distributing books in the airport, and one devotee, he was trying to give the Bhagavatam to one Muslim guy. Однажды мы распространяли книги в аэропорту, и один преданный, он пытался распространять книгу Бхагаватам мусульманину. And he was pushing the book away and saying, haram, haram. И он отодвигал книгу и говорил харам, харам. And this devotee said, what did you say? И преданный сказал, что ты сказал? And he kept pronouncing it different. And the guy said, haram, haram, И этот парень говорит харам, many харам, times. много раз. It's very funny.
было So смешно. he was getting purified. Он таким образом очищался. So the devotee says Harami means Lord Ramachandra, but they say it, they also get benefit. И когда преданный говорит харам, он подразумевает Рамачандру, но мусульмане, говоря харам, они очищаются. That's called Namabasa. But you still get benefit. Это называется намабаса, они до сих пор получают. Abasa is like in the morning, it gets light, but the sun isn't up yet. Это как утром восходит солнце, но перед этим появляется такой солнечный свет. So they'll be delivered by the holy name. And then he goes into a whole thing how even if someone accidentally, or even if the syllables aren't together, but somehow it comes out, they can still get so much benefit. И потом говорится о том, что даже если имя произносят прерывно, то есть по слогам, и даже если эти слоги не следуют друг за другом, то все равно можно получить благо. So even a little bit of the holy name, one can get liberated. И даже повторяя немножко святое имя, человек может получить освобождение. Liberation is not the purpose of chanting, or the purpose is to get love for Krishna. Liberation you can get so many different ways. Освобождение не является целью воспевания святого имени, потому что освобождение можно получить любыми другими способами. One time there was a group of Brahmins and Haridas was talking. Однажды Харидас Такур говорил перед группой браманов, And he said just by this Namabasa you can get liberation. и он сказал, что вы можете получить освобождение просто благодаря Намабасе. So one puffed up Brahmana, he got really upset. И один такой гордый браман, он очень Said, you расстроился. can't say that. Yogis meditate for so many lifetimes to get liberated. How can you say that just Namabasa? Он сказал, как ты можешь так говорить? Йоги проводят столько времени, столько жизней и столько лет медитируя, а ты говоришь, что просто благодаря Намабасе можно получить He said, if освобождение. that's not true, I will cut off your nose. Он сказал, что если это неправда, то я отрежу тебе нос. So Haridas laughed. И Харидас посмеялся. He said, if it's not true, I'll cut off my own nose. Он сказал, если это неправда, то я сам себе нос And he отрежу. left. И он ушел. The other Brahmanas there were nice, and they got really mad at this guy. Другие браманы, они были более позитивны, и они разозлились на этого парня, на этого брамана. And they fired him from his job and everything. И они его уволили от его должности, освободили. And then a few days he got leprosy. И через несколько дней он заболел проказой, And his nose fell off. и у него отвалился нос. So you be careful. Поэтому осторожно, Don't criticize devotees. когда вы критикуете преданных. Then he tells about Ajamil. И затем он рассказывает о Аджамиле. Prabhupada told the BBT that first volume of the sixth canto should always be available. for Прабхупад distribution. сказал BBT, что этот первый том 6-й песни, он всегда должен быть доступным. Because anybody that hears about Ajamil, they would believe in the holy name. Потому что любой, кто услышит историю об Аджамиле, поверит в силу святого имени. So when Lord Chaitanya heard this, he was very happy. И когда Господь Чайтанья услышал об этом, он был счастлив. But then he said there's so many living entities, moving and non-moving, insects, what about them? И затем он сказал, есть столько много живых существ, подвижных и неподвижных, насекомые, что же с ними? So Haridas said, don't worry, you already, because of chanting, you already helped them. И Хайда сказал, не волнуйся, из-за того, что ты воспеваешь, что ты уже освободил их. You have loudly chanted the holy name, and therefore, moving or non-moving, everyone's benefiting. Ты громко воспевал святые имена, поэтому движные или неподвижные, все эти живые существа получили освобождение. Anyone who heard the Sankirtan has already been delivered. Все, кто слышали Санкиртану, они уже получили освобождение. And after the trees and other living entities here, there's an echo. И после деревьев и других живых существ также остается эхо. But it's not an echo. You know echo? Но это не эхо. Вы же знаете, что такое эхо? It's not an echo, they're actually chanting. Это не эхо, это они воспевают в I ответ. don't know if you ever tried this, but if you're in a big forest
There's a lot of trees. И не знаю, если вы пробовали, но если вы находитесь в лесу, там, где много If you деревьев, shout, Krishna, если вы так выкрикнете then you'll Кришна, hear it. то very вы clear. услышите это в ответ. We were climbing one mountain in China, really high up. Мы в Китае забрались на одну очень And высокую they had гору, these trees that are like this big, и там такие огромные деревья and росли. you can't even see the top. Вы даже не можете увидеть их верхушку, насколько они огромные. So it was a big yoga group with us. Там была большая группа йогов. And I was shouting like that, and it was coming back because these really big trees. И я так кричала, And then they really liked that, so they were all chanting. и And мне shouting. возвращалось это в ответ, это потому что там было много деревьев. It- Им это that's- понравилось, они тоже He так says стали it's кричать. not an echo, it's the trees are chanting. Здесь говорится, что это не эхо, это деревья, они отвечают, они So тоже when the воспевают. loud chanting of the Maha Mantra is performed all over the world, all moving entities, they dance in ecstasy. Говорится, что когда громко воспевают святые имена, то во всем мире все живые существа Loud они chanting танцуют в means, экстазе. it's not that you just have a kirtan inside the house and Громкое воспевание не значит, что вы broadcast, проводите let киртан everybody hear it. где-то закрытый у себя дома. Вы должны это транслировать, вы должны выходить Then he наружу. talks about Lord Chaitanya and getting the tigers and the animals to dance. И затем он говорит о том, что благодаря Господу Чайтане танцуют также тигры и животные. 76. You have preached the loud chanting of the Hare Krishna mantra and freed all moving and non-moving entities. Ты проповедуешь громкое пение Махамантры Хари Кришна, и благодаря этому ты Then- освободил от материального рабства всех движущихся и неподвижных живых существ. Lord Chaitanya said then, if everybody gets liberated, then there'll be no one in the universe. Тогда Господь Чайтанья говорит, если все живые существа обретут освобождение, тогда Вселенная опустеет. Haridai said, as long as you're here, you'll send everyone to the spiritual sky, but others will come. Арида сказал, мой Господь, пребывая в материальном мире, ты будешь It'll отсылать get в filled up духовный мир again. всех проявившихся, движущихся и неподвижных живых существ, принадлежащих к разным видам жизни. После этого ты пробудишь к жизни непроявленных живых существ и займешь их разнообразной деятельностью. So Lord Chaitanya was really happy to hear that. How did Haridas know this? И Господь Чайтанья, он был счастлив это все услышать, но как же Харидас об этом всем узнал? Then he didn't talk about it anymore. И больше он об этом не говорил. But that's the whole idea, that the holy name is Krishna. Но в этом вся идея в том, что Святое Имя является Кришной. Some people, it's offense, they will think that all these glories of the holy name that are throughout all the scriptures, it's just like advertising, it's not really true. You just want people to join your group or something. Некоторые люди говорят, что все это громкое воспевание, вы просто пытаетесь таким образом привлечь людей в ваше движение. But it's true, it's Krishna. Но это работает, и это правда, потому что Святое Имя это Кришна. It's recommended in all scriptures, Christian, Jewish, Это рекомендуется во всех писаниях, также христианских, еврейских, Muslim, Buddhist, мусульманских, буддийских. Namamida Butsu. Say in Japan. Amida Buddha. They chant the name of Amida Buddha. В Японии говорят, few воспевайте имена people. Будды. China, many people. В Китае также много людей. Namamidaba. And they go and they chant for a long time the name of Buddha, but mostly they want material benefit. Они выходят и воспевают имена Будды, но в основном они это делают для Still каких-то there's материальных benefit. благ. So if anyone chants or even hears the holy name, it's just, we go out and we're chanting, and these people hear it, and if they like it, they get so much benefit. И поэтому мы выходим на улицы, и мы воспеваем, и любой, кто это слушает, он получает благо, и многим людям это нравится, и они также воспевают So we вместе с just were нами. reading this morning from Bhagavatam,
that even if they hate it, they, oh, those Hare Krishnas, why are they making so much noise? You know, they're always these crazy people. Why aren't they working? You know, they get benefit. Мы читали сегодня утром Бхагаватам, и даже если люди негативно относятся к этому, они говорят, о, эти Хари Кришна опять они, что там они поют, то даже такие люди получают благо. Like in Bali, some time ago, it's a little bit better now, but there's some envious people, they were putting on the social media, the Hare Krishnas this, Hare Krishna, they're not real Hindus, they're this, that, you know, Hare Krishna, Hare Krishna. Когда мы были в Бали, там есть люди, которые они негативно относятся к нашему движению, они это везде публикуют в социальных сетях, по телевизору, говорят, вот эти Хари Кришна, это не настоящий индуизм, Хари Кришна то, And the Хари devotees Кришна got сё. all upset, oh, they're criticizing us, it looks really bad, you know. А преданные расстраиваются, о, они нас критикуют, они I said, no, you плохо к should, нам относятся. we should thank them. Say, thank you, you're helping us to spread the holy name. Но мы должны быть благодарными No, it's за bad, то, it's что они bad. нам помогают распространить Святое Имя, они везде о нас говорят. But then after a while, they stopped saying Hare Krishna. Но потом, через какое-то время, I они guess they've realized, you know, they were chanting too much. перестают говорить Хари Кришна, потому что они понимают, что что-то они слишком They много started говорят Хари saying Кришна. other sampradayas. И потом они стали говорить другие сампрадаи. That include anything from India, you know, Но это включает So- все остальное. the Sai Baba and so many different ones. Сайбаба и все разные сампрадаи. But they didn't say Hare Krishna anymore. Они уже не They говорят Хари realized they're Кришна, chanting. потому что они понимают, что таким образом они But воспевают. that's what happens. In Lord Chaitanya's time, the Muslims complained. Во времена Господа Чайтаньи мусульмане жаловались. They said, we have to work with these Hindus, Они live говорили, with them. мы должны работать вместе с этими But they're хинду. named Rama, Krishna, you know. Но их имена And then we- Рама, Кришна. We have to say these Hindu names of God, but we don't want to, but we have to. И мы из-за того, что мы с ним постоянно работаем, мы должны их называть по этим именам, имена Бога. Но мы не хотим, это же индуизм. Like I was talking to one Muslim guy one time. He was very friendly, and he said, "Oh yeah, I know Krishna. He works in my company over here, and I know Rama. He's over there." Однажды я общался с одним мусульманином, такой очень So приятный they don't know парень. what they're doing, but Он they сказал, say, да, я знаю Кришну, он работает там за углом, а и Рама, он вот в том магазине. that's why they get the name of Krishna, and then everybody chants. Поэтому мы называем детей такими именами, потому что таким образом все так или иначе будут So anyway, повторять. pray for имена all Бога. of us that we can get this mercy and chant more and more. Поэтому давайте мы все будем молиться, чтобы мы получили эту милость. Everybody sees the возможность result, and the more воспевать we больше. chant, everybody's dancing, everybody can be very happy. И люди видят Харинаму, они танцуют, и они счастливы. Dancing is good. Танцевать это хорошо. It's a sign of ecstasy when you just Это признак экстаза, want to dance. если вы хотите танцевать. When I was in high school, there was one song. Когда я был в школе, была That одна was just песня. before Prabhupada came to America. Это было перед тем, как Прабхупад приехал в Америку. It's called You Can't Sit Down. Там пелось, вы не можете And when the сидеть. band starts rocking, can't sit down, can't sit. You just got the dancing. Когда вы слушаете рок-н-ролл, вы не можете сидеть, вы I должны sometimes can't believe how танцевать. devotees can just sit and chant for so long. И я не мог поверить, что преданные могут Dancing сидеть produces и ecstasy, петь так долго. produces bhakti. It's good to do. Когда вы танцуете, то это It's экстаз, good это бхакти. exercise. Это хорошее упражнение также. Get all the exercise you need. Знаете, такое есть упражнение If jumping you jack. go on Harinam every day for an hour or two. Right? Когда вы ходите на Харинаму, нужно громко воспевать. All right, so that's the time, I think, right? According to the schedule. $11:01. Давайте год, пожалуйста. We chant now? Kirtan. She should give harmonium lessons also. Тебе нужно давать уроки игры на гармонии. She really gets the rhythm. Обращайтесь. Makes you dance.